стоил 12 миллиардов рублей. Нормальные и сложные в разработке товары. Называет свое творение «Волк в овечьей шкуре». В подпольных мастерских незаконно апгрейдятся велосипеды курьеров с самыми инновационными технологиями для безопасности водителя. Привет, это Андрей, и сегодня мы обсуждаем самые горячие новости из мира мотоциклов. Стало известно, что в подпольных мастерских незаконно апгрейдятся велосипеды курьеров. Автор телеграм-канала «Шот-проверка» Олег Сидякин посетил одну из подпольных мастерских, где мастер показал, как он прокачивает электровелосипеды для курьеров. Что мы по сути видим? Берут велосипед с моторчиком, усиливают его, из-за чего вырастает мощность и скорость движения. Сам мастер, в этом видео он без лица, называет свое творение «Волк в овечьей шкуре», потому что по документам он все еще СИМ, это средства индивидуальной мобильности, я подробно разбирал их вот в этом видео, ссылка тоже в комментариях останется. Так вот, по документам он все еще СИМ, то есть, по сути, велосипед либо электробайк, а мощность уже для полноценного бензинового мотоцикла. И казалось бы, ну да, авось как бы, подумаешь, велик прокачал, пронесет, курьеры будут быстрее ездить. А вот ничего подобного, понимаете, я в прошлом видео уже рассказывал, что количество аварий вот с такими вот симами уже выросло на почти 200% за первые полгода. Да, людей гибнет мало, но потому что они не такие мощные должны быть. Если на вас наедут на слабеньком электровелосипеде, то ничего страшного. А если вот на такой прокачанной махине? Я ничего не имею против самих курьеров, работа действительно сложная, изнурительная, но такими действиями недобросовестные люди могут позбивать нас с вами на любой дороге, потому что они и по тротуарам, и у подъездов, они везде ездят. Не нужно вам прокачивать ваш транспорт, если вы ездите на нем среди людей и по тротуарам, все просто. Буквально на прошлой неделе Kawasaki представила первый в своей истории гибридный мотоцикл Ninja от Kawasaki. Электромотор и бензиновый двигатель в сочетании обеспечивает ускорение, которое якобы не сравнится с 1000-кубовыми мотоциклами. Это указано в официальном релизе. Что крутого? Гибридная система означает, что мотоцикл никогда не нужно подключать к сети, то есть розетки больше мы не ищем. А батарея заряжается либо от самого двигателя, либо за счет того, что когда мотоцикл сбрасывает скорость или катится с горы или с холма, электричество снова восстанавливается. Звучит разумно, что не очень круто. Есть возможность перевести байк в полностью электрический режим, но скорость и запас хода при этом будут весьма ограничены. Естественно, Kawasaki утверждает, что это может помочь в некоторых оживленных городских условиях, где шум бензинового двигателя может оттолкнуть других жителей и участников дорожного движения. Меня, кстати, это тоже довольно часто бесит, когда по вечерам кто под окнами гоняет, очень смущает вся эта звуковая волна. Речь также шла о подземных парковках внутри города. Тут важно понимать, что добавление батареи электродвигателя увеличивает массу и так тяжелого мотоцикла, а вес этого гибридного зверя достигает 227 килограмм. И в этом весь фокус, что это гибридный двигатель. До сих пор никто серийно так и не начал выпускать гибридные мотоциклы. Вы спросите, почему? А все просто. С точки зрения экологии выбросов меньше, но не сильно меньше. А с точки зрения конструкции мотоцикл утяжеляется. То есть гораздо эффективнее просто брать электробайк, и который, да, сейчас заряжается 4-5 часов. Но, ё-моё, в мире, где у нас у каждого в руках iPhone разряжается к концу дня, поставить на розетку и его и мотоцикл не такая большая сложность. Там еще есть у Kawasaki бонусы к мотоциклу в стиле «подключи смартфон и следи за мотоциклом с телефона», но это все как новая камера на айфоне. Вроде вещи новая и полезная, а толку никакого. Поэтому, на мой взгляд, мотоциклы, электромотоциклы, они будут иметь гораздо больший успех у городских жителей, потому что и батареи растут, и батарейки быстрее заряжаются, чем вот эти вот гибриды, от которых непонятно чего ожидать. И вести неудобно, и заправлять нужно. В общем, геморрой на ровном месте.
Стало известно, когда поступит в продажу первый российский электромотоцикл Aurus Merlin. Это начало 2024 года. Aurus способен проехать на одном заряде 200 км, он разгоняется до 100 км в час за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км в час. При этом электромотоцикл способен работать без перебоев при температуре до минус 25 градусов, написано, собственно, в пресс-релизе. Довольно интересный концепт, о нем давно выходят новости, почему-то люди не воспринимают его всерьез, потому что называют цифры, что он стоил 12 миллиардов рублей, а мощности у него хуже, чем у китайских аналогов. Что тут хочу сказать? Важно понимать, что этот мотоцикл, по сути, первая нормальная разработка электробайка в России, и то количество денег, которое было на него потрачено, это не про один конкретный электромотоцикл, а про целую платформу для производства. Для сравнения, мировые автопроизводители на один концепт могут потратить и сотни миллионов, и 1 миллиард евро. Поэтому даже если бы было потрачено 12 миллиардов, это вообще небольшие деньги, с учетом того, что инвестиции были не в один год, а полученный мотоцикл будет использоваться и МВД, и МЧС. Это же в наших интересах, чтобы оперативные службы приезжали к нам быстрее. Недавно появилась информация, что они будут стоить там то ли 12 миллионов рублей, то ли 10, тоже громкие заголовки. Тут должно быть четкое понимание, что первые модели, они не для нас с вами, они для специализированных служб, МВД, МЧС. И может быть через год, когда уже они проедут при инаугурации президента, они участвуют в инаугурации президента, они поступят каким-то образом в свободную продажу в более простой форме по очень демократичной цене. Я не отстаиваю российский автопром, просто призываю быть нас с вами объективными, когда в нашей стране делают наконец-то нормальные и сложные в разработке товары. И на десерт. На дорогах ОАЭ появится первый интеллектуальный электромотоцикл. Он должен начать ездить уже к концу текущего года. Что в нем интересного? Мотоцикл имеет элегантный внешний вид и оснащен самыми инновационными технологиями для безопасности водителя. Давайте посмотрим на элегантный дизайн. Максимальная скорость байка будет составлять 150 км в час. Расстояние, которое он может проехать, 300 км. Уникальность модели, внимание, в интеллектуальных технологиях безопасности для водителя и других участников дорожного движения. Давайте покопаемся, что это, собственно, значит. Во-первых, камера, расположенная на боковой стороне байка, якобы сканирует дорогу с углом обзора в 360 градусов, а экран, установленный в передней части, отображает информацию с мобильного телефона мотоциклиста. Слушайте, ну это опять про фичи, да, про громкие заголовки, безопасность приплели. Если ты за рулем электробайка и едешь на нем без головы, то чтобы у тебя не были за камеры, что они есть, что их нет, одна проблема. На мотоцикле сидишь ты. Складывается ощущение, что никто уже не знает, что еще прикрутить к электромотоциклу, чтобы он заиграл новыми красками. Но еще раз, какими бы штуками не был оснащен байк, если ты на нем несешься, как в последний раз, ничто тебе не поможет. Ни защита, ни конструкция, ни шлем на голове. Дизайну все еще вопросы остаются. Вполне возможно, конечно, некий домашний дизайн. В любом случае не впечатляет. Смотришь и грустно становится. Я очень люблю Дубай, очень люблю Эмираты, красивая страна, красивые люди, все роскошно. Но вот этот байк, он что-то подкачал. Посмотрим, конечно, может, когда он появится на реальных дорогах, я действительно изменю свое мнение, но пока не очень. Я думаю, что сейчас электробайк уже достиг определенного уровня комфорта и качества, что следующая ступенька — это уже не камеры, встроенные в него, а полет над асфальтом или суперсистема защиты, которую еще никто не придумал. Когда я и мои друзья выбирают себе мотоцикл, мы всегда отталкиваемся от первого впечатления, красивый он или нет. Поэтому если у вас есть свой концепт или дизайн, который бы вы хотели реализовать и не ждать ближайшие десятилетия, наши друзья с techbike.ru могут сделать это уже прямо сейчас. Широкая линейка электромотоциклов, среди которой вы сможете найти своего красавчика или красавицу. А если есть концепт или дизайн, которого нет на рынке, его сделают специально под вас. Переходите на сайт techbike.ru, оставляйте заявку, и профессионалы помогут вам с любым вопросом. Хорошей недели. Пока!